Привет, друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Как это часто бывает, незаметно и что-то очень быстро пролетело теплое лето, а значит, пришла пора обновлять гардероб на холодный сезон. И для начала, мои дорогие зрители, давайте попробуем разобраться с деталями. Пусть это будет модная обувь осень-зима 2026-2027. То есть сегодня мы подробно рассмотрим самые важные обувные тренды. Поговорим о самых модных сапогах, ботинках, туфлях, кроссовках. Обсудим формы, цвета, материалы, декор. Разберем наиболее перспективные тренды не только в ближайшее время, но и на несколько лет вперед. Так что, если вы хотите понимать, какие модели действительно будут актуальны, или просто интересуетесь модой, то это видео для вас. В своих обзорах я не устану повторять: удобная, стильная и, что немаловажно, качественная пара обуви способна спасти от провала даже самый грустный и устаревший наряд. Она – центр вселенной нашего модного гардероба. Мою версию обувных трендов, друзья, вы всегда можете дополнить вашими вариантами в комментариях. Скажу огромнейшее спасибо всем за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Приятного просмотра! А начнем мы, пожалуй, с формы и высоты каблука. Основательно изучив фэшн-хроники с недели моды в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, можно точно заметить, многие бренды сегодня делают ставку на устойчивый каблук. Что особенно важно в нестабильный в плане погодных условий осенне-зимний сезон. По мнению дизайнеров, обувь на устойчивом каблуке должна вызывать уверенность в себе и в своих силах. А как по мне, это просто удобно. Нам наконец-то не придется страдать от необходимости то и дело выбирать между модой и практичностью. Среди массы стильных вариаций на данную тему отдельной веткой выделю блок-каблук или, как его еще называют, блочный каблук. Вполне понятный, графичный, разной высоты и геометрии от хорошо всем знакомого столбика или цилиндрической формы до широкого, объемного с выступающей частью. Можно в виде трапеции, с четкими гранями, либо с округлением. Обувь с каблуком блок смотрится не менее элегантно, чем любые модели на тонкой шпильке, но при этом она обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на стопу и позволит с комфортом ходить весь день. Если же блочная форма вам кажется слишком массивной, рекомендую обратить внимание на каблук Kitten Heel. Это уже не просто тренд, а долгосрочная инвестиция в наш гардероб. Держится в топе уже не первый сезон. Крошка-каблук хорош и для обуви в духе базовой классики, и для любых фантазийных версий. В новой линейке Carolina Herrera понравились туфли-слинбеки, тонкий каблук которых к низу, словно юбка, чуть расклешен. Из-за высокого ритма жизни мода глобально движется в сторону расслабленных силуэтов, оставляя изящную шпильку лишь для особых моментов. Хотя такие бренды, как Dolce Gabbana, Elisa Up, Fendi, Dries Van Noten пока не спешат исключать ее из повседневных нарядов. Здесь главное – выбрать для себя вариант с абсолютно удобной колодкой. Иначе – деньги на ветер. Мне, например, идеально подошли джинсовые лодочки из коллекции Romeo Hunt. А кто-то из вас, возможно, рискнет и выберет Saint-Laurent. Однако, друзья, не забываем включить в список хотелок на холодный сезон обувь на низком ходу. Это любые модели в деловом стиле – Оксфорды, Дерби, Монки и подобные им со шнуровкой и без. Пока тепло в сентябре, продолжаем носить балетки. А чуть позже – сапоги, ботильоны, ботинки. Они могут быть на совсем невысоком каблуке или на полностью плоской подошве, как в осенне-зимних коллекциях Max Mara, Missoni, Tory Burch, Ralph Lauren, Armani, Hermes, Luisa Spagnoli, Dior. Что касается еще совсем недавно популярной платформы, на последних показах таковой было крайне мало. Мне запомнилась только обувь марки Moschino на сплошной, словно надутой подошве, и массивной с заклепками сабо бренда Chloé. А теперь, мои дорогие зрители, давайте определимся с самой модной формой мыса. Скажу сразу, остроносая обувь старается сохранить свое лидерство, в том числе и ее более сглаженная миндалевидная версия. Однако ей ни в чем не уступает каре. Модели с кареобразным носом сегодня активно продвигаются такими брендами, как Sportmax, Jill Zander, Simone Rocha, Chanel, Zimmermann. Под маркой Miu Miu даже кроссовки получились с квадратным мысом. Серьезную конкуренцию им составила обувь, которая слегка напоминает детскую, потому что нос у нее теперь максимально округлый. Эти модели заявлены как самые удобные для нашей стопы, ведь пальцем ног достаточно свободно, они не зажаты. Популярные цвета и фактуры. В качестве актуального тренда сложно выделить какой-то конкретный материал или оттенок.
На мой взгляд, не бывает немодных цветов. Дизайнеры работают в этом плане гораздо шире. На холодный сезон бренды предложили немало моделей в природных землистых тонах. Это терракотовый, охра, шисто-зеленый, бежевый, хаки, медово-янтарный. Особенно красиво они раскрываются в ворсовых фактурах. Не падает спрос на обувь в оттенках винно-ягодной палитры, а красный был и остается цветом вне времени и модных тенденций. Поэтому смело впускаем в свою жизнь стойкий, эмоциональный с задоринкой пылающий алый. Не будем исключать из списка светлую обувь. Да, не самый практичный тренд, но даже в холодный сезон один из самых востребованных, особенно в солнечный день. Вы можете выбрать как более строгий вариант от Calvin Klein, так и очаровательные лодочки в горошек марки Dior. Что касается обуви в черном цвете, это вневременная классика едва ли когда-нибудь покинет подиум и, соответственно, наш гардероб. Среди интересных версий отмечу модели Симон Роша, атласные мюли на крохотной шпильке и туфли с белой шнуровкой и вышивкой. Набирает высокую популярность тенденция на микс двух и более цветов. Этакий мультиколор в обувной моде, который активно поддержали бренды Изабель Маран, Луи Виттон, Жан-Поль Готье, Ула Джонсон. И, конечно, Шанель. С легкой подачей Матьё Блази свежее современное прочтение получили не только модели с контрастным мыском, по которым безошибочно узнают именитую французскую марку, но и любые иные комбинации оттенков. Из модных принтов традиционно в почете питон и леопард. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение в пользу природного окраса. Такая обувь, вне всяких сомнений, добавит в образ свой заметный акцент – яркий характер. Не меньшую актуальность обещают моделям с рельефным тиснением под крокодила. И здесь уже цвет выбирают по настроению. Идеи для вдохновения найдем в осенне-зимних коллекциях Lanvin, Элиса Аб, Изабель Маран, Серджо Хадсон, Луиза Спаньоли. В почете сегодня замша. Хорошо смотрится в шоколадной, карамельно-коньячной, песочной гамме. И пусть замшевая обувь требует более деликатный уход, но она дает какое-то особенное ощущение стиля без лишней демонстративности. Не скажу, что это будет массовым увлечением, однако в топе трендов оказалась и металлизированная кожа с мягким свечением. Здесь возможны как варианты в монохромном исполнении, так и комбинации золота и серебра. Ну что ж, друзья, в общих чертах мы поговорили о главных тенденциях, но пора добавить в обзор еще больше конкретики по обувным трендам. И первые в этом списке – модные сапоги. Среди таковых для начала отмечу ботфорты. Никаких пальцев на руках и ногах в том числе не хватит, чтобы посчитать, как долго они держатся в лидерах. На каждый день можно выбрать мегавысокие сапоги марки Sportmax или рискнуть прогуляться в ботфортах на шпильке от бренда Valentino. В гардеробе Chloé ставку сделали на модели в ковбойском стиле с высоким голенищем и с широким отворотом из овчины. Они хорошо сочетаются с узкими джинсами, кожаными брюками и с более объемной верхней одеждой. В любимчиках также сегодня жокейские сапоги. И это не просто отголосок конной эстетики. Они универсальные, стильные, я бы сказала, идеальные для осени и относительно теплой зимы, когда слякоть и мокрый снег бывают чаще, чем лютый мороз. А если вам захочется провести уикенд где-нибудь за городом, на даче, то делаем это стильно, выбрав для модного образа резиновые сапоги-вездеходы. Ведь им не страшны ни пыль, ни грязь, ни глубокие лужи после проливного дождя. Рекомендую еще обратить внимание на модели с довольно свободным голенищем, чтобы удобно можно было заправить брюки вовнутрь или комфортно носить с теплыми шерстяными носками, гольфами, вязаными гетрами. Полная противоположность им – сапоги-чулки, которые отлично поддержали тренд на все облегающее. Роскошные версии приметила у Шанель. Устойчивый каблук, контрастный мысок и высокое голенище, что прячется под твидовыми юбками и меховыми пальто. Miuccia Prada предложила менее элегантный, зато практичный вариант на пузырчатой плоской подошве для дальних походов. Бренд Жан-Поль Готье, как всегда, удивил поклонников обувью на каблуке удивительной геометрической формы. Эффектно смотрятся и сапоги-чулки из коллекции Acne Studios, из тонкой замши и кожи с чуть приподнятым острым носком. В линейке Lanvin увидела обувь, которую словно одолжили из гардероба времен викторианской эпохи. Модные ботинки. Здесь у нас, друзья, вариантов не так уж и много. Первый – обувь Outdoor, настоящее снаряжение альпиниста, модели с надежным протектором и крепкой шнуровкой. Бесспорно хороши для активного отдыха, дальних походов.
Второй – в тренде байкерская эстетика с ремнями, пряжками, грубой подошвой. И третий – ярко выраженный ретро-дизайн. Лучший пример – кожаные и замшевые ботильоны на танкетке бренда Изабель Маран, которые удачно сочетаются с джинсами-варенками. Продолжают занимать важное место в гардеробе на осень модные лоферы. Они остаются с нами, несмотря на появление новых тенденций. На подиуме были представлены как максимально лаконичные фасоны, так и более выразительные с изюминкой. Например, в коллекциях Зиммерман, Bottega Veneta, Chanel их поставили на каблуки, высокие и не очень. У Tory Burch обувь украсили крупной металлической пряжкой. Под маркой Miu Miu отметились лоферы с чуть скошенным, четко очерченным мысом. Дом моды Эрмана Шервина позволил себе небольшой креатив. Чтобы добавить в повседневные образы нотку гламура, достаточно строгие туфли усыпали праздничным блеском, и на показе они задорно сверкали кристаллами. А эту тенденцию мне бы хотелось озвучить фразой «конец эпохи массивных кроссовок». Что касается обуви в спортивном стиле, все внимание модной индустрии сегодня явно смещается в сторону более легких, изящных силуэтов. Бренды активно возвращают на подиум кроссовки из серии Slim Fit. Теперь никаких гибридов с массивной подошвой. В тренде городской спорт. Аккуратные объемы, спокойные формы, интересные цветовые миксы. В качестве небольшого исключения – кроссовки марки Miu Miu. В этой обуви подошва с заметным протектором, защитным резиновым наплывом, а верх со всей щедростью от души расшит стеклярусом, бисером, стразами. Подводя общий итог, можно сказать, новый осенне-зимний сезон – это прежде всего гармоничное сочетание как в модной обуви, так и в нашем гардеробе в целом, комфорта и выразительного дизайна, а еще умелая игра на контрастах. При этом главным трендом становится не конкретная модель, а идея персонального стиля. Дизайнеры все чаще предлагают не следовать одной моде для всех, а смешивать классику, винтаж, спорт и функциональность под собственный характер. Большое спасибо, мои дорогие зрители, за просмотр. Напишите в комментариях, какая обувь понравилась вам больше всего. Что вы готовы носить уже этой осенью, а что кажется слишком смелым или же совсем неинтересным. Если видео вам было полезным, поддержите канал и обязательно поставьте лайк. Всем красоты, только солнечного позитивного настроения и до скорой встречи, друзья, в новых выпусках о моде и стиле.